Всем привет-привет! И у нас утро, у нас новое утро, новой рабочей недели, челленджи Апокалипсис. Феликс, как всегда, заготовкой, а Даррен уже вот сидит, ждет завтрак. Сегодня на работу идет с утра Адель и львеночек. А вот про эту красотку я вам сейчас расскажу. Боже мой, смотрите, какой усоен пресс. Девчонки, вы невероятные. Так вот, я вам показывала, что мы с Адель в воскресенье ходили в гости к Леону. Наконец-то его застали дома, и Адель сделала ему предложение. Она ему подарила колечко. Так, вот львеночек у нас тоже пошел на работу. И вот Адель подарила колечко уже своему Леону, и он был в таком восторге, что он согласился в ближайшее время сыграть с ней свадьбу. Поэтому у нее сейчас хороший мудлет от помолвки, и я надеюсь, что мы с ней успеем закрыть карьеру до ее старости. Она у нас сейчас на 8 уровне, нам осталось всего 2, и давайте я вам сразу покажу календарь. По календарю осталось всего 3 недели до ее дня рождения, но так как сейчас Адель без страхов, я думаю, мы успеем пройти 2 уровня. А на этой неделе у нас будет Дере у Марселя, он станет уже подростком, а на следующей неделе уже повзрослеет Феликс. 4-е поколение у нас начнет стареть. А здесь у меня трудятся 2 спортсмена. Даррену я все еще хочу успеть прокачать фитнес, чтобы он успел сходить в школу и получить аттестат, но это как пойдет, потому что он сейчас не заинтересован в учебе, он у меня весь в любви, в отношениях, но у него не одна девочка, а сразу 3. 2 из них это подружки его детства, а Мадлен эту вот девочку он отбил у Леона. Но сейчас он действительно, всех любит, и он так считает. С Авророй в плане отношений все немножко посложнее. Она у нас общалась с одним парнем, вот с Конором. Вот он. У них даже были какие-то намек на романтические отношения. Но потом он к нам заходил тоже периодически, как Леон. Но он постоянно сердитый. И их общение с каждым разом вот все ухудшалось и ухудшалось. Поэтому я увидела, что у нее в знакомых есть еще Рейв, и у нее к нему влечение, между прочим. При этом я даже его совсем не помню, даже не знаю, где она с ним могла встречаться. И я вот его поищу, и если он живет в нашем городе, то я хочу попробовать с Авророй съездить к нему в гости. Нам тут принесли счета, но сначала я вам кое-что покажу. Смотрите? Смотрите. Та-дам! Вот я построила теплицу. Я очень надеюсь, что Адель закроет свою карьеру ботаника, потому что это у нас уже 2-я попытка. И я построила вот эту вот тепличку, потом сюда внутрь нужно будет подкупить клумбы. Когда появится возможность покупать декор, то сюда поставим еще немножко декора. Но, кстати, вот у этих вот полочек нет никаких положительных качеств, потому что предметы, дающие обстановку, мы не можем покупать по ограничениям. И сейчас я вам покажу. Вот видите, у них нет обстановки. Обычно пишется обстановка +1, здесь ничего нет, они ни на что не влияют. Поэтому я их, раз уж я их нашла, пока строила теплицу, я их сразу здесь повесила. И еще хотела тоже сказать, что на самом деле я боюсь что-то строить заранее, потому что, помните, вот когда я построила вот эту вот постройку, я ее строила под бассейн, я ждала, что Айден мне закроет журналиста, и у нас будет бассейн. Но Айдена уволили. Вот, и поэтому у меня здесь очередная фобия. Я построила теплицу, и я теперь боюсь, как бы чего не случилось с Адель. И, как обычно, тогда я сразу сейчас оплачу счета, чтобы не забыть. И на эту неделю у меня планы какие? Я буду смотреть девчонок Даррена, чтобы он с ними общался побольше и, может быть, как-то уже выбрал себе фаворитку, да, и вместе с Авророй вот съездить к Рейфу, чтобы посмотреть, какие у них будут отношения. А мы счета оплатили, деньги списали, на сегодня миссию выполнили.
Ну и чего долго тянуть? Я уже здесь. Мы с Авророй уже приехали к Рейфу в гости. Я нашла, он живет в нашем городе. Правда, здесь у него столько народу. Я надеюсь, что это не его дети. Неловкая встреча, куда бы спрятаться? Какой неловкий разговор. Уровень влечения понизился. Это ты про Аврору? А что ты так сразу-то? Подожди, давай немножко поговорим, может быть. Потому что вот я смотрю, вроде бы он неплохой парень, да? Волос вон сколько много, прическа красивая. Поэтому не отказывайся так быстро, пообщайся с нами чуть-чуть. И нам нужно для работы Авроре прокачивать обаяние, поэтому будем с ним общаться, хвалить его, больше вот делать комплиментов. Ну и вдруг из этого что-то сложится. А вы видите, нас повысили. У нас повысили Леона. Он уже 4 уровень. Молодец, Леон. Так, а как там, кстати, у нас Адель? Ну, нет, она не так, конечно, быстро двигается, как я планировала, но без помолвки скорость, наверное, была бы еще меньше, поэтому радуемся и такой производительности. А здесь у нас потихонечку, но отношения двигаются. Он к ней достаточно хорошо относится, правда, продолжает смущаться немножко, но отвечает на флирт. А что происходит? Что происходит? Аврора. Она решила все взять в свои руки, видите? А у них, интересно, уже есть поцелуйчик или еще нет? Вот, я дождалась. Я дождалась, у них появился поцелуйчик. Давайте поцелуемся и по домам. А я на паузе, потому что я не знаю, как это получилось, но Аврора у меня вернулась вот из гостей, а время уже 23:30, а у нас комендантский час, поэтому мне пенальти за Аврору. Единственное, здесь еще стоят Леон и Адель, и они, видимо, как вернулись с работы, вот они в своих костюмах, они тут так и стоят, представляете, бедняжки. Это получается какой-то баг с игрой, потому что они пришли и зависли. За них я не буду ставить себе пенальти, потому что это баг игры. И сейчас я всех отправила быстрее в туалет, потому что они там полдня простояли, получается. И, вы знаете, я как-то не заметила, очень быстро пролетело время в гостях. Видимо, Рейф был таким хорошим собеседником, что даже я увлеклась. Тогда что, буду завершать этот день. Понедельник у нас вот так вот быстро прошел, но с пенальти, да, с моим пенальти, с одним. Вторник мы начинаем вот с такой милой сцены. Сайон со своим младшеньким, с Иджуном. И я заметила, что у меня вот в каждом поколении есть детки, которые похожи друг на друга. Как я их называю, двое из ларца одинаковых с лица. В 3-м поколении были Джейден и Айден. Сейчас Адель и Аврора. И вот 5-е поколение — это Марсель и Джун. Они очень похожи. Я вам показывала их фотографии. У них даже в зимней одежде одинаковый свитер. И я быстренько скажу, что в последней серии вот челленджа «Из грязи в князи», где у меня куда ушел Доминик, было голосование, нужно ли проводить еще какой-нибудь мини-челлендж параллельно с апокалипсисом. И большинство проголосовало, что да, у нас будет еще один мини-челлендж. И больше всего голосов набирают челленджи на выживание. Поэтому вот если ничего не изменится, и если вот кто-то из этих парней, Марсель или Иджун, прокачают спорт и закроют мне подростковую карьеру, то вот этот из них, да, отправится в новый челлендж. Я вам сейчас раскрыла маленький спойлер. Все вопросы по новому челленджу и голосование я буду размещать у себя на странице, вот в сообщениях, поэтому
Не пропускайте, заходите, смотрите и подписывайтесь, чтобы вам приходили уведомления. Будем вместе выбирать новый челлендж. Феликс у меня тут сам, смотрите, пришел к своему младшему брату, к Леону, и мы сейчас его тогда похвалим, раз уж Феликс сам к нему подошел. Мы его похвалим, чтобы он был счастливый и довольный, и пошел в таком состоянии на работу. И раз у нас сегодня серия больше про отношения, то давайте посмотрим подружек Леона. У него из знакомых была вот модель, которую у него увел Даррен. Но изначально, первая девочка, с которой он познакомился, и с которой у него был флирт, это была вот эта вот девочка, Саюри. Поэтому, если будет время, то я тоже попробую с Леоном съездить к ней в гости, если она живет вот в нашем городе. Я уже отправила всех на работу, кого в школу, всем поставила упорно трудиться, а остальных на прокачку спорта все занимаются. Сейчас я всем активно прокачиваю спорт. Очень жду карьеру Авроры, потому что я слышала, что с баскетбольным кольцом, которое вот она откроет, подростку можно будет прокачать фитнес чуть ли не за один день. Поэтому я очень жду Аврору и ее профспортсмена. А пока я тут караулю соседей, смотрите, кто тут опять ходит мимо нашего дома. И посмотрел, вы видели? Он посмотрел на дверь. Он такой: Адель, а ты дома? Леона, ты что? Ты что, не выучила еще ее график? Адель работает до 6 вечера. Приходи через часик. Первой с работы уже вернулась Сайон вместе с малышами. Ой, вы видели, у нее с ним даже одинаковые движения. Весь в маму, да? Малыш пошел весь в маму. Завтра Марсельчик у нас уже повзрослеет, станет подростком. А Сайон, смотрите, я думаю, еще денька 2, и она получит 9 уровень. Вот что значит нет страхов. Это для меня счастье. Для меня это реально счастье. И Феликс пришел, да, встретить свою жену и малышей. И Джун такой: а меня, папа. Сейчас я найду это действие, и папа тебя тоже обнимет. Вот, тоже обнимись. И пойдемте, я вас помою. У меня тут вернулся львеночек с работы, вернулся и принес выгорание. Давай, ложись нормально, тебе нужно выспаться. Завтра у него выходной, поэтому можешь отдыхать, не переживай ни о чем. И я видела, там к нам кто-то пришел. Вот, видите, одни следы остались. Я же говорю, видела, что кто-то к двери подходил. Вот, Лейла пришла к Даррену. Даррен, смотри, твоя подружка. Пойдем пообщаемся. Дурачиться. А я не помню, что такое дурачиться. Мне кажется, я раньше не видела это действие у подростков. Я не помню, если честно, что такое дурачиться. Пойду правила проверю. Проверила правила, вроде бы запрета нет. Ой, а мама за что-то ругает, да? Похоже, Даррена ругает, ему за что-то попало. Так, Адель уже вернулась домой. У меня все вернулись. Аврора, мы еще ждем Аврору. А у Авроры, смотрите, еще чуть-чуть, и она может получить повышение. Даррен узнает, с кем персонаж по имени Лейла предпочитает... А это в уху, что ли? А оно разве называется дурачиться? Подождите. Подождите. Я уже забыла, что у подростков тоже есть в уху. У меня почему-то в памяти осталось, что это только с Викидом. А что нет, да? Кстати, подростки же здесь не беременеют, да? Здесь же такого нет. Вот это неожиданно. Вот так зашла девочка к нам в гости, да? Она, смотрите, она у нас теперь в фаворитках. Она вышла на первое место. Так, а ты что? Ты пошла? Ты домой? Даррен — это просто Даррен. Он просто уснул.
Лейла домой тут не ушла, она у нас убирается, помогает по дому. Она, видимо, хочет, знаете, показать себя такой хорошей невестой будущей. Думает, что родители вот посмотрят, какая она хозяйственная, будут на ее стороне. Но на Даррена это никак не повлияет. Потому что Даррен вот, он проснулся и пошел на бокс. Так что он об этом думает? А он думает, что это было просто приятное времяпрепровождение. Просто было приятно. Ой, я не могу с Даррена. Я еще такими не играла. И хотела вам еще показать, что Адель скоро повысят. Ну, как, я считаю, что ее в любом случае повысят. Ой, а повысили, видите, у нас повышение. У нас повышение. Сейчас тогда расскажу про Адель, и потом пойдем к Авроре. Так вот, я к тому, что я считаю, что ее в любом случае завтра повысят, поэтому мы к Леону за свадьбой не пойдем. И как только ее повысят, мы тогда только пойдем к Леону и попросим его провести свадьбу. И как раз вот получается на четверг и на пятницу у нее будет счастливый мудлет от свадьбы. Вот, у меня план на Адель. Вот наша спортсменка, она все время устает после работы, потому что она же там бегает, занимается, ее сразу же вырубает, и она на 8. Представляете, она уже на 8 уровне. Вот у меня получается 3 девчонки, 2 из них на 9 и 1 на 8 уровне. И если вы посмотрите, то у меня сейчас тут все спят, весь дом спит, а эта девочка все здесь. Она не идет домой. Она, видимо, считает, что после случившегося им с Дарреном нужно как-то это обсудить, понять, в каких они отношениях. Но Даррен у меня так не считает. И, кстати, пока тут светло, давайте посмотрим ее при свете. И что, на мой вкус, знаете, на мой вкус интересная девочка. Но, судя по отношению вот Даррена к ней, он в ней не заинтересован. Она ему, конечно, нравится, но не настолько сильно, чтобы он за ней бегал и что-то ей там объяснял, доказывал. А это значит, что, получается, на ее чувства ему все равно. Вот, она его тоже не дождалась. Наконец-то она пошла домой, и мы тогда на этом закончим вторник. А завтра у нас будет день рождения Марселя. Увидимся завтра. И еще, у меня еще одна милая картина. Феликс проснулся сегодня рано, он был очень голодный. Поэтому, естественно, он приготовил завтрак. И Джун, он тоже рано проснулся. И вот они вдвоем, получается, папа и самый младшенький сидят, завтракают. Они сначала пообнимались, поцеловались, это было мило. Это было очень мило. Но это уединение длилось недолго. Уже начинают просыпаться у меня все остальные. Подтягиваются, знаете, на запах еды. Они такие: о, еда! И я хотела вот вам рассказать про одного, а пришли сразу все. Ой, а Марсельчик пошел, да? Все, Марсель повзрослел. Марсель у нас теперь подросток. Жизненную цель я ему выбрала за кадром, ему выпала лама с драмой. Он себе заработал высокую самооценку. Это хорошая черта характера, мне нравится. От жизненной цели у него черта характера расположение к себе, плюс он у нас был дитя острова, он хочет жить на Сулане. Книжный червь. Это, кстати, тоже наша наследственная черта характера. Мне кажется, у меня в каждом поколении у кого-то есть такая черта. Так, ну что тут у нас? Пижама отличная. У меня еще ни у кого не было таких шорт, и мне нравится. Ой, а он у нас что, с бородой, что ли, уже? Сразу стало, видите, щетина как будто. Ой, и у Даррена, мне кажется, тоже щетина. А я только недавно вот сказала, что у моих почему-то не растут волосы. И копытца. Я не могу. Это ужасно. И пока Марсель пошел в туалет, давайте посмотрим его одежду быстренько. Ежедневная нормальная, копыт нет, это главное. Спортивная вообще шикарная. Пижаму мы видели. Летние и зимние тоже хорошие. Отлично. Осталось только на внешность его поймать, да, чтобы посмотреть. Ну давай, садись.
Стоя будешь кушать, да? Ну ладно. Вы как раз рядом с мамой стоите, мы сейчас вас и сравним. Ну что, похоже? Как вам? Мне кажется, похоже. Так, а с Дарреном? Нет, а вот с Дарреном, мне кажется, не похоже. Вот, все, у нас второй взрослый подросток. И хочу показать вам этого невероятного человека. Он опять около нашего дома. Он каждую минутку около нашего дома. Но я пока не буду отправлять к нему Адель. Она у меня поднимает досуг, а вот вечером заходи, вечером пообщаемся. А у моих тут утренняя идиллия. Они все вместе завтракают перед рабочим днем. И представляете, я там всех посадила заниматься, качать навыки, пока у них есть время и возможность. А Феликс, он же карьеру закрыл, поэтому он сделал себе коктейльчик в 12 часов дня. У него сегодня выходной, отличное настроение, у них Сайон был вот в уху сейчас. А Адель, смотрите, Адель сейчас вернется с повышением. Поэтому он наслаждается. У него наступили лучшие годы в его жизни. И, кстати, он у меня продолжит пока работать, потому что вот девчонки, пока они не закроют свои карьеры, он будет работать, чтобы можно было побольше вещей купить, если они там нам что-то откроют. И знаете, что мы еще сейчас сделаем? У моего Леона сегодня выходной, он уже сделал свое ежедневное задание, поэтому мы сейчас с ним поедем в спортзал, возьмем с собой Аврору, Сайон с Феликсом, потому что им всем тоже нужно попрокачивать спорт. Вот, и поедем вместе в спортзал. Мы уже на месте, приехали на общественный участок. Феликса и Сайон я отправила кататься на катке, на роликах. Хотела взять Аврору, а ей, оказывается, надо было на работу, я забыла. Поставлю ей упорно работать. А с Леоном я сейчас здесь вот похожу, посмотрю, может быть, встретим какую симпатичную девочку. А что это я тут такое засекла? Это что я такое засекла? Тут женщина, молодая, между прочим. Представляете? Наш жених будущий, вернее, муж будущий, общается тут с молодыми дамами. Наша-то Адель уже не молодая, а он вот тут с молодой. Стоит, причем это за территорией зала, то есть их здесь никто не видит. Еще и вместе тут занимаются. Так, Леон, это что такое? А все, она ушла. Испугалась меня, видимо, испугалась. Сказать вам мой шок, я ни разу, видимо, здесь не была, и я не знала, что в оазисе есть вот такое большое, что это озеро или море. Я реально сейчас в шоке. Хотя я здесь сама вот строила вот 2 здания, да, общественных участка, и даже много раз сюда приезжала, но я даже никогда не обращала внимания, что здесь есть вода. Я в большом шоке. Ну, вот так я играю в Симов. Я тут, кстати, с Леоном уже доехала до дома, где живет его знакомая, вот первая девочка, с которой он общался, так как в зале никого симпатичного мы не встретили, но ее пока дома нет. И пока мы ждали, у нас случилось важное событие. Адель вернулась с повышением. Правда, она вернулась с выгоранием, а я планировала ее сегодня поженить. А хотя почему бы и нет? Давайте, да, тогда я возвращаюсь сейчас, и мы уже с Адель поедем к Леону жениться. Долгие здесь переезды, и я уже не успею съездить к Леону. А вот и он. Я на это и рассчитывала, если честно. Я думала, он все равно сейчас по-любому пробежит мимо нашего дома. Пойдем, Адель, сейчас с ним тайно поженимся. Леон у нас очень стеснительный, поэтому, чтобы его не спугнуть, Адель с ним вот тайно поженится. Главное успеть нам, а то осталось вот всего часик до комендантского часа. Не поженимся мы, он опять уходит. У нас вот тут осталось одно действие, только свадьба. И как вы думаете, что делает Леон? Когда нужно, уже все, решение принято, нужно действовать, он уходит. Я не знаю, Адель, может, не будем его догонять?
Я уже, может, я не могу, он очень нерешительный. Оф, Леон, Леон. Ой, а он остановился? Он что, услышал меня? А не успеет, кстати, потому что я сейчас пенальти опять заработаю. И мне кажется, я поняла. Он не то, что он нерешительный, он просто романтик. Посмотрите, он не хотел жениться на дороге, он пришел вот к единственному цветочку, который в это время распустился в оазисе. Представляете, Леон, ты эстет. Хорошо, ты бы раньше это сказал, я теперь тебя буду лучше понимать. Но вот из-за того, что он пошел к этому цветочку, я сейчас получу пенальти. Потому что, я сейчас им не буду же я им свадьбу, да, прерывать. А у нас ночью на улицах опасно, поэтому давайте скорее заканчивайте, на улицах опасно и быстрее по домам. Спасибо, Леон, тебе за эту красоту. Я, конечно, понимаю, что у всех свой вкус, но я заработала второе пенальти за нарушение комендантского часа в одной серии. И на этом я тогда заканчиваю среду. Адель у нас теперь официальная жена Леона. Надеюсь, ей это поможет в карьере. Уже 7:30 утра, и у нас завтрак еще не готов. Феликс вот старается, а у Иджуна, смотрите, пришло уведомление, что он же у нас одиночка, он любит одиночество, и вот он сейчас там сидел, играл в игрушки, довольный, счастливый такой, и потом пришел вот делать домашку, пока ждет папин завтрак. Ой, Марсель. А нет, он пошел играть. И Адель у меня проснулась, и пока она довольная, счастливая, попробуем позаниматься садом, потому что она не любит. Она теперь, ее вообще не заставить поговорить с растением или что-то сделать. У нее все время плохой мудлет появляется, но ей осталось вот всего половину уровня. Но ей не нравится. Ей не нравится заниматься садоводством. Адель, ну чуть-чуть. Прям чуть-чуть поговори, потом еще чуть-чуть. Вот по чуть-чуть будем с тобой двигаться к закрытию этого навыка. А я тут на паузе, потому что вот идет еще одна подружка Даррена. Поэтому Даррен у меня уходит с бокса и идет встречать девушку. Так, конечно же, флиртовать. Что мы можем еще сделать? Обсудим фитнес, он же у нас занимается, у него мышцы действительно подкачанные. Какой у него уровень? Ну, еще бы, у него уже 8 уровень фитнеса, если что. И знаете, вот несмотря на то, что у Даррена уже было в уху с Лейлой, Минни ему тоже нравится, поэтому, раз она пришла, он сразу с ней такой: «Привет, привет, как дела?» Это же она пришла к нему, значит, она хочет с ним пообщаться, ну, а он не против. Девчонка-то симпатичная, они тем более с детства дружили, поэтому сейчас посмотрим, какие у него будут отношения с Минни. Они вот тут уже в тренажерной комнате, Даррен никого не стесняется, Адель на них смотрит, думает: ничего себе, молодежь пошла, прямо на глазах у взрослых целуются тут. И если Адель у меня женилась в кустах, да, пряталась, чтобы их никто не видел, то Даррен такой: а что, это все естественно, я ни с кем не в паре, поэтому почему бы и нет, да, поэтому давай похвастаемся нарядом. У тебя этот наряд шикарный. Вот, уже, и мы сейчас начнем заигрывать. Все, пошла у него романтика. Надеюсь, с ней он в уху не пойдет заниматься. А то они только вот недавно с Лейлой были вместе, а тут уже у нас новенькая. А я жду Леона, моего львеночка, потому что вот... Все, его повысили, и он теперь уже какой?
Пятый уровень в карьере журналиста. Ура, 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 ура! Я тут потихонечку начинаю и Джуна знакомить с детишками на улице, чтобы, знаете, у него хотя бы один хороший друг был. И хочу вам сказать, что я пока еще не заселила ваших персонажей, так как эту серию я снимаю заранее. У меня сегодня вот вечер вторника, а мы с вами договаривались, что я ваших персонажей заберу в субботу, когда эта серия, получается, уже выйдет. Поэтому сейчас я играю без ваших персонажей, а в следующей серии уже вот всех, кого вы разместите для меня, я их всех заберу и сразу заселю. И у меня тут уже Адель. Адель вернулась домой. Давайте посмотрим. А она хорошо, она очень хорошо продвинулась. У нее было 2,3, да, а стало 3,6. О, это если мы садоводство прокачаем, то у нас может быть шанс завтра на повышение. А к Даррену хочет зайти Лейла. Это подружка, с кем у него было в уху. По правилам мы можем принять такое предложение, если персонаж сам нам позвонил. Поэтому пойдемте ее встречать. Вот, а она уже здесь. А Даррен не против. Он такой, ну, если девчонки сами приходят, да, он что им скажет? Не приходите. Конечно же, да. И как вы думаете, куда они пошли? Они пошли все туда же. Похоже, надо эту комнату мне отдать Даррену. Знаете, переселить, вот у меня тут два парня, Марсель с Джуном спят, переселить их наверх, где Даррен спит, а его отправить в эту комнату с двуспальной кроватью, потому что он сюда зачастил. Мальчишкам спать негде. В пятницу начинаю рано, в 5 утра. Феликс вон там трудится над завтраком, а я пытаюсь прокачать с Адель садоводство. Но у нее досуга больше нет, а ей все не нравится, и у нее всего 76%. У меня Адель уже ушла на работу, Сайон тоже ушла. Садоводство, ну, естественно, да, садоводство я ей не докачала. Ей оставалось там 20% до 10 уровня. Зато Сайон должна вернуться с повышением. Вах-вах-вах. Так, сейчас у меня тут радость. Сейчас я соберусь с мыслями. И, в общем, остальные тогда будут у меня сейчас прокачивать навыки. Я буду за ними следить, чтобы, знаете, не получилось как с Адель, что нам не хватит всего лишь 20%. И вот она. У нас повышение. Мы на 9 уровне. А ей, кстати, изменили график, и теперь всего 3 рабочих дня оставили. Но все равно у нас, получается, остается возможность для повышения, правильно? Ведь на следующей неделе. Смотрите, какая она довольная идет. И я-то тоже довольная. А у нас новая девочка в гостях, Мадлен. Теперь к нам пришла Мадлен. А Даррена еще и Триша приглашает на фестиваль. Это что, получается, про Даррена уже пошла молва по всему оазису, про его популярность, и к нему теперь 4-я девочка клеится. Она теперь тоже хочет с ним пообщаться, посмотреть, что это такое за парень. 4-я, друзья, популярный у меня наследник, я не могу. Адель вернулась с работы, ее не повысили, но за выходные, я думаю, мы добьем этот навык садоводства, и на следующей неделе мы завершим карьеру ботаника. Адель после этого поедет жить к Леону, а мне, получается, нужно будет кого-то из моих приучать к садоводству, чтобы, знаете, как раз вот пользоваться тепличкой, и чтобы они растили свой маленький огородик. А еще у нас на следующей неделе будет день рождения наследника, поэтому ему, конечно, желательно поскорее определиться с невестой. А вот с Мадлен, кстати, да, с Мадлен ему сегодня не получится пофлиртовать,
потому что она выросла, она старше него, и она уже молодая. Поэтому, если он ее выберет, то нужно будет их прям быстрее женить, чтобы время не терять, ну или сразу исключаем ее из претенденток, так как она его старше на целую неделю, а это много, между прочим. Поэтому посоветуйте, как вы считаете, если девочка вот будет старше Даррена, критично это будет или нет? У меня проблема. У меня большая проблема. Hey, we've got a problem here. Houston, we have a problem. У меня проблема. У меня большая проблема. С работы вернулась Аврора, и вы видите, что у нее? Она на 8 уровне, у нее все прокачано, впереди 3 рабочих дня. У нас нет страхов, этих гребаных страхов, но у нас теперь соперничество. Вот как так? Это вот про что я говорила, что про Адель, да, что все может случиться. Я вот теплицу построила, пожалуйста. Ну, это, конечно, не к Адель относится, но у Адель тоже может что-нибудь случиться. Я плачу. Аврора не может получать повышение, пока соперничество не завершится. Она может попробовать подружиться или подставить персонажа по имени Шаттам, чтобы решить эту проблему. Кроме того, Аврора может предложить сопернику встретиться после работы, да, это прям для апокалипсиса, чтобы наладить отношения. Мы ничего этого сделать не можем. Я сейчас буду ругаться или плакать, не знаю что. Пойду правила почитаю, что там про это написано. Я вернулась, немножко успокоилась, но легче от этого мне не стало. Потому что по правилам, когда появляется соперник, можно выбрать опцию, когда ты работаешь, либо подставить соперника, либо подружиться. Но чтобы понять, какую опцию ты можешь выбрать, нужно бросить кубик. Это первое условие. А второе условие – в зависимости от выбранной опции нужно прокачать навык на 10. То есть, если выпадет единичка, то нам нужно прокачать пакости на 10, а если 2, то обаяние. И кубик еще можно бросить только 1 раз. Они издеваются. Мне кажется, это нереально. Мне кажется, это нереально пройти вот это вот соперничество. Я тут вывела генератор. Мне уже, знаете, все равно, что выпадет, то выпадет. Я уже готовлюсь к тому, что я буду увольнять Аврору. У нас цифры от 1 до 9. Ой, до 9, до 2. 1 это пакости будем качать, значит, а 2 это дружить с соперником, обаяние будем качать. Оф. Давайте. 1, 2, 3. 2. Ну, это хотя бы лучше, чем 1, потому что у нас обаяние наполовину прокачано. Хоть какая-то радость. Но я теперь хочу карьеру менеджера, который, видимо, разрешает бороться с соперником в любых условиях. Не знаю, как это работает. И давайте посмотрим, что у Авроры с обаянием. У нее 6 уровень сейчас. Это действительно лучше, чем если бы нам выпали пакости прокачивать. Получается что? Получается, я тогда все выходные буду заниматься прокачиванием ей обаяния. Ну как же так? У меня похоже новая фобия. Я избавилась от страхов, теперь у меня будет фобия соперничества. Игра, знаете, она такая: так, ты страхи выключила, да? Ну вот тогда тебе соперник, пожалуйста. Теперь я буду мечтать о менеджере. Знаете что, я, наверное, тогда буду заканчивать эту серию. Ой, не серию, это же у нас только пятница, да. Пятницу буду, значит, заканчивать. Завтра у моих облачная погода, и я хочу их отправить всех на рыбалку. Нужно мне их подготовить, помыть, поэтому увидимся с вами буквально через секундочку.
Ну что, у нас выходной, наконец-то, все сейчас позавтракают, и почти все отправятся у меня на рыбалку, кроме Адель и Авроры, которые будут прокачивать садоводство и обаяние, соответственно. Вот, отправила всех на рыбалку. Первая троица — это родители с Иджуном, и вон там еще взрослые парни. Им уже, знаете, им уже с папой, с Феликсом неинтересно. И я вот знаете, о чем думаю? Если я сейчас с Авророй поеду в гости, чтобы прокачивать обаяние, они продолжат мне ловить рыбу или нужно за ними следить? Я решила не думать, я решила приехать, у меня на Авроре сейчас будет акцент, поэтому мы приехали вот к Рейфу, он нас, смотрите, он нас опять встречает всей семьей зачем-то, мы же не свататься приехали, Рейф, ты чего? Они вот все вышли, радуются, что Аврора пришла, а мне ей надо прокачивать обаяние. Значит, получается, я еще комика хочу, он разрешает зеркало. Но если вы знаете какие-то лайфхаки, как избавиться от соперничества, то жду вашей помощи. Я почитала Google, и там основное было, как избавиться от соперника, это отправить его в бассейн и закрыть бассейн стенами. Но у нас еще нет бассейнов. Вот, поэтому пока у меня план такой, что я буду Авроре прокачивать обаяние до максимума, и потом просто отправлять буду ее на работу и выбирать вот этот вот режим подружиться. Но он же может и отказать нам в дружбе, да? Вот что тогда делать, я не знаю. Или у меня еще есть план Б, это вообще не тратить на это время, а сразу ее уволить, вот как со страхом, и найти ей новую работу. В общем, помогайте. Очень жду вашего совета, потому что вот в этом случае я реально не знаю, как работает игра и как мне поступить. А я тогда на этом буду заканчивать эту серию. Мои, кстати, все смотались с рыбалки, пока вот я с Авророй ездила к Рейву. Поэтому сейчас я их обратно всех соберу. И на следующей неделе мы будем ждать повышения от Адель, возможно, от Сайон. У нас будет день рождения у Феликса. Еще у нас и Джун тоже станет подростком. Поэтому много будет событий. Ну и вот нужно будет что-то решить, что делать с Авророй. Поэтому вот честно, очень-очень жду ваших советов. Я никогда не играла с соперничеством, еще и в апокалипсисе, поэтому я не знаю, как поведет себя игра, а в интернете как-то очень мало, ну вернее вообще особо ничего не нашла про это. Все, вот на этом все. Пока-пока. Спасибо, что с нами и всегда помогаете. Пока-пока.